Всем привет! Думаю, никто не станет спорить с тем, что игра на арене или РБГ очень сильно отличается от соло-забегов по рандомным батлграундам или от тех же дуэлей. Основное отличие заключается в том, что командный скилл не менее, а иногда даже более важен, чем соло-скилл. И об этом говорят не только мой личный опыт суперстарых аддонов, но и мнение авторитетных игроков, которые играют на действительно высоком рейтинге прямо сейчас. Но вот есть нюанс. К сожалению, многие под командным скиллом понимают совместное прожатие ПВЕ ротаций или что-то около того. Казалось бы, средний скилл у игроков в WoW значительно вырос за последние годы. Однако, я до сих пор встречаю игроков, которые пытаются либо просто задавить уроном противников, либо самонадеянно рассчитывают выехать на арене на соло-игре. Лично я уверен, что в основе командной игры в PvP лежит именно согласованность действий. Это командное распределение контролей и сейвов, понимание, когда стоит сделать заезд или продолжить контроль, а когда это не имеет смысла. Поэтому сейчас я предлагаю разобрать несколько механик, знания которых просто необходимы для грамотной игры, как в PvP в целом, так и для игры в команде. Безусловно, нюансов игры в Вове гораздо больше, но сегодня мы остановимся на двух базовых принципах. А с вами Аскалов, и мы начинаем. Первое, с чего мы начнем, это Diminishing, он же Diminishing Returns. В переводе на русский язык означает убывающую полезность заклинаний. Кратко вопроса Diminishing я касался в своем видео о полезных аддонах, но этот вопрос, на мой взгляд, требует более подробного обсуждения. Все контроли WoW разделены по категориям: оглушение, ослепление, ошеломление, руты или сковывание. Если в одну цель в течение 20 секунд залетает несколько контролей одного типа, то время действия каждого последующего контроля будет уменьшено на 50%. То есть, первый контроль будет действовать 100% времени, второй того же типа будет уже 50%, а третий 25%. И так далее. Разберем на примере сапа-разбойника. Первый сап по игроку будет действовать 8 секунд, второй 4 секунды, третий 2, четвертый 1. Здесь нужно учитывать, что разные контроли отнесены к одному типу и имеют общий диминишинг. Вот примеры эффектов с общим диминишингом. Эффекты дезориентации. Сюда входят шип и Ring of Frost мага, сап и гоуш разбойника, ледяная трапа охотника, хекс шамана, паралич монаха, а также все эффекты сна. Во вторую группу относятся станы, они же эффекты оглушения. Абсолютно все станы находятся на общем диминишинге, при этом не имеет значения, физическую или магическую природу они имеют. И кстати, нужно учитывать, что стан от медиума Механикса, который срабатывает автоматически при низком уровне здоровья, тоже имеет общий с остальными диминишинг. Эффекты страха. Фир Приста, Варлока, Блайнд, а также Седакт от Суккубы Варлока – все это также имеет общий диминишинг. В следующую группу входят эффекты хоррора, их немного, или эффекты ужаса. Хоррор у ШП, Койл у Лока – все это эффекты хоррора и имеют общий диминишинг. Дальше руты, или эффекты обездвиживания, или сковывания. Это сковывающая стрела у охотника, по-моему так называется, на экране выведу правильно. Корни у друида, айснова у мага, рут у монаха. Следующая группа – это дизармы или обезоруживание. Тупо все дизармы, даже рандомные. Навскидку такими дизармами обладают монах, воин, комбат рога, друиды с волшебным роем. Следующая группа – это все эффекты интеррапта или немоты. То есть все эффекты от прерывания также находятся на общем диминишинге. И отдельная группа особняком стоит циклон друида. Он ни с чем не диминишит только сам с собой. Неплохо устроились друиды, а? Как видите, отслеживание эффекта диминишинга важно не только для своих кнопочек, но и с учетом действиям тиммейтов. Среди самых удобных способов для отслеживания могу выделить аддон Diminishing Returns, а также Gladius или S-Arena. Хотя для отслеживания диминишинга можно настроить и другие аддоны. Например, Tell Me When, Weak Auras, Battleground Enemies и многие другие. Чем пользоваться, выбирайте вам. Главное, чтобы вам было удобно. Chain контроль или кросс контроль. Название Chain контроль происходит от английского слова chain или цепь. Смысл его заключается в последовательной сдаче контролей в цель или фокус, как бы по цепи, не позволяя противнику выйти из контроля длительное время. При этом каждый последующий контроль сдается в конце действия предыдущего, но до полного истечения времени его действия.
Чаще всего такой способ контроля в соло-исполнении можно увидеть от разбойников, когда сдается несколько станов подряд, невзирая на диминишинг. Также это могут быть несколько сабов подряд, несколько феров подряд от варлока, например, несколько циклонов, либо комбинирование умений. Например, удар по почкам на 6 секунд с последующим ресапом, блайнд и несколько ресапов и так далее. Очень хорош этот прием в командном исполнении, особенно если чередуются типы контроля, имеющие разный диминишинг. Например, таким способом можно надолго вывести из боя вражеского хила, опрометчиво сдавшего свой тринкет. На видео вы можете оценить, как я сам попал в подобный контроль на рандомном скримише. Хант и Воин вывели меня из строя на достаточное время, чтобы я не помешал им разобраться с моим временным напарником. Кросс-контроль заключается в одновременной сдаче контролящих заклинаний сразу по нескольким целям. Такой способ контроля требует не менее слаженной игры, чем командный чейн-контроль, и для некоторых сетапов позволяет без больших усилий выбить из противника важные кулдауны. Такой тип контроля хорош для таких сетапов, как RMP, Shadowplay, Shatter Cliff и некоторых других. Не поймите меня неправильно, такой тип контроля был бы хорош для абсолютно всех команд. Просто некоторые сетапы не могут его нормально реализовать. Конечно, есть классы, способные сдавать массовый контроль в соло, например, Фирвара или Стан Монаха или ДХ. Но они зачастую используются для других целей на арене и в большинстве случаев менее эффективны, чем командное исполнение кросс-контроля. А какими способами контроля пользуетесь вы? Делитесь своим мнением в комментариях и, конечно же, пишите, о какой механике хотите услышать от меня. А также не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик. В последнее время я стал чаще стримить всякое по Варкрафту, так что не пропускайте трансляции и заглядывайте на общение в онлайне. А с вами был Аскалов, до новых встреч в проекте.